ребятушки, меня зовут Алена Шин. Добро пожаловать на мой канал о жизни, вселенной и вообще. Сегодня у нас небольшой тур в соседний город Сувон. Здесь мы посетим несколько интересных мест. Первое – крепость Хвасон, что дословно переводится как «цветущая крепость». Для приезжих, то есть для тех, кто не является жителем города, вход платный. Все ценники можно вот здесь на кассе посмотреть, вот они. В качестве билета выдают вот такие стикеры. Честно говоря, когда мы сюда ехали, я такого масштаба не ожидала, потому что мне сказали, что мало что осталось. На это мало что мы потратили часов 5, чтобы это посмотреть, и то нам не удалось обойти все. I'm sorry. Хвасонская крепость была построена в конце XVIII века королем Чонджо и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. История постройки этого сооружения хранит в себе один печальный факт. Это место упокоения отца короля, принца Сандагуна, которого до смерти заморил голодом дед этого же короля. Как всегда, королевская жизнь непроста, скандалы, интриги, расследования. Бытует мнение, что строилось все с таким размахом, чтобы потом перенести столицу Кореи из Сеула в Сувон. Король даже налоги местным отменил на ближайшие 10 лет, чтобы подстегнуть развитие города, но, как видим, план не удался. На территории крепости обычно проводятся разные активности, но в связи с коронушкой многое отменили. Место очень тихое. Прямо напротив жилые дома, парки и зоны для пикников. Также совсем рядышком есть традиционный рынок, он тоже своего рода достопримечательность. Там все по старинке, можно купить много вкусностей, пряностей. И к моей большой печали до сих пор продают собачье мясо. Я внутри не снимала, чтобы не волновать местных, но рынок прямо за моей спиной, если что. Здесь мы перекусили отменной лапшичкой домашнего приготовления. Мне сказали, что в Сеуле такую практически невозможно найти. И наша третья достопримечательность на сегодня – дворец Хёнгун.
Он является частью крепостного комплекса, но за посещение платить нужно отдельно. Это место король использовал для ретрита и работы вдали от шумной столицы. Приезжал сюда для почтения памяти своего отца. Здесь праздновали 60-летие мамы короля, а также использовали для различных государственных целей, банкетов и для проведения государственных экзаменов. Многое здесь было разрушено во времена японской колонизации, но что-то все-таки удалось реконструировать. С 2003 года по территории дворца активно шастают туристы и вот дорамы снимают. Слышала историю, что часть развалин нашли прямо на стадионе соседней школы, поэтому ученики остались без стадиона. А потом, если не ошибаюсь, вовсе школу перенесли, чтобы не спеша продолжить раскопки. На этом все. Не забудьте подписаться и поставить лайк. До скорой встречи. Всем мур!